Во времена Селима III жил один грамотный и развитый человек по имени Дервиш Эфенди. То, что он был дервишем, можно сразу поставить под сомнение, ибо образ его в истории запечатлен слишком отличным от образа аскета. Дервиш Эфенди был ярым критиком власти, но крайне слабохарактерным человеком. Это был самый известный на всю историю империи обжора. Историки утверждают, что Дервиш Эфенди мог на спор в один присест съесть больших 2 куска мяса весом в 2 ока. 2 ока – это чуть более 2,5 килограммов, поджаренных с яичницей из 40 яиц. Недаром, видимо, он получил еще и прозвище Айгыр-имам, имам Мерин. Дело в том, что оскопленный жеребец Мерин начинает стремительно толстеть, и поэтому в турецкой культуре Мерин часто символизирует толстого человека. Скончался Дервиш Эфенди, как гласит легенда, подавившись собственным языком. Продолжая лошадиную тему, можно вспомнить другого известного в империи человека. Здесь уже речь пойдет о совершенно другом типе личности, о героической. Во времена Сулеймана Кануни часть войск составляли лучники, обученные рукопашному бою. Их подготовка занимала особое место в жизни. Это были настоящие пехлеваны, богатыри. Одним таким пехлеваном был некто Ахмед Ага. Состарившись, он все равно проявлял интерес к стрельбе из лука и успешно охотился. Однажды Ахмед Ага приехал верхом к мастерам по изготовлению стрел, чтобы заказать себе особо тяжелые стрелы, дальнобойные. К этому времени бывшему императорскому лучнику было уже 75 лет. Мастера подняли старика на смех, заявив, что ему такие стрелы уже ни к чему. Стар, мол, слабый ты уже, не натянуть тебе тетивы больше, мол, не твое это теперь оружие. Ахмед Ага подъехал верхом к перекладине над воротами, перекинул через нее цепь, схватился за цепь 2 руками, сцепил под брюхом коня свои стопы и подтянулся на руках вместе с конем, оторвав его от земли. Легенда гласит, что он сказал при этом: «Некоторые из молодых людей слабее меня». Еще одним интересным персонажем во время правления султана Сулеймана Кануни был его главный визирь Семис Али Паша. Остроумный, веселый, приветливый, а еще очень высокий и толстый, из-за чего про него сложили немало анекдотов. Говорят, к концу жизни он располнел настолько, что повозку с ним вести могли только 2 лошади. В обычной двуколке с 1 лошадкой перевести его было невозможно. Одним из самых сильных правителей в истории империи был Мурад IV. По некоторым историческим справкам, был он огромного роста и исполинского телосложения, так как с детства занимался изнурительными тренировками. В частности, легенда гласит, что он с легкостью размахивал во время боев 60-килограммовой палицей гюрзю и мог с разбегу таранить ворота крепостей тараном в одиночку, причем успешно. Деревянные конструкции не выдерживали его удара.